Здравствуйте, добро пожаловать на канал Галина Джоури. Сегодня мы с вами будем делать вот такую сережку в стиле Фаберже. Сережка получается капелька, плетеная с бусинками, стеклярусом. И соберем ее. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится бисер 15 размера, желательно японский, бисер 11 размера. Нам понадобится стекляруса немного совсем, буквально 10 штучек на 2 сережки, 5 на одну. На одну сережку нам понадобится 5 бусинок 3 миллиметра, 10 бусинок 11 4 миллиметра, 5 бусинок 5 миллиметров и 5 бусинок 6 миллиметров. Также для сборки нам понадобится пин, швенза. И у меня вот тут 2 таких элементика и бусинка 5 миллиметров. Получится вот такая сережка. Ну что, сейчас начнем. Еще нам понадобится, конечно же, нитка. У меня Fairline и иголочка. Иголочка желательно тоненькая. 11-12 размер. Так, ну все, начнем. Так, начинать плести мы будем с вот этого. Начинать плести будем вот отсюда, с дна самого этой капли. И будем идти от бусинок 4 миллиметра, потом 6, потом 5, 4 и 3, потом стеклярус. Так, ну что, берем бусинку 4 миллиметра, продеваем ее почти до конца нашей нитки, держим, надеваем 7 бисеринок и входим с другой стороны. Вот так, как бы оплетая нашу бусинку. Теперь набираем еще 8. И также вот входим с другой стороны в бисеринку. То есть у нас должно получиться 7 плюс 8, 15 бисеринок. Так, теперь мы будем делать вот этот первый ряд бусинок 4 миллиметра. Для этого набираем 2 бисерины пятнашки, 4 миллиметра и 2 пятнашки. Отсчитываем 3 бисеринки вот здесь. Причем отсчитываем в обратную сторону. Видите, у нас идет нитка. Вот. Мы будем идти вот в эту сторону. Получается по часовой стрелке, извиняюсь. То есть отсчитываем 1, 2, 3. Входим в третью бисерину. Проходим вот так. Чтобы получился вот такой кружок, по сути, да? И дальше против часовой стрелки проходим еще 3 бисерины просто ниткой. Проходим 3 бисерины просто ниточкой. Так, проходим. Теперь набираем 2 пятнашки
и 4 миллиметра. Ой, да. 2 пятнашки и 4. Теперь мы проходим вот в 2 бисеринки, которые рядом с бусинкой. Вот они. Проходим через них. Проходим через 3 бисерины, которые мы прошли только ниточкой. Так. Подтягиваем. И видите, что получается? Получается вот так. Вот так. Теперь проходим против часовой стрелки. Опять же 3 бисеринки, только ниткой. Здесь хорошо подтягиваем на этом этапе, чтобы первый этот рядок был не расхлябанный. Опять набираем 2 пятнашки и 1 4 миллиметра. Итак, проходим 2 и потом вот эти 3. Вот так, я думаю, видно. Так, теперь видите, получается, в итоге у нас должен получиться такой цветочек из 5 бусинок вокруг нижней бусинки. Так, опять же проходим 3 только ниточкой против часовой стрелки. Набираем 2 пятнашки и 1 4 миллиметра. Проходим через 2, которые около первого ряда четверочки, и через 3. Так, подтягиваем. И теперь у нас осталось добавить, смотрите, у нас 4 бусинки тут есть уже. Осталось добавить только одну. Что мы делаем? Мы сейчас проходим через вот эти 3 бисеринки против часовой стрелки и через 2 вот этих. Думаю, видно. Ну, вот так. Проходим. Теперь набираем только 4 миллиметра. И проходим через 2 бисерины. Вот здесь. Опять же 3 бисерины. И вот эти 2. Вот так. И все, и подтягиваем. Получается у нас, должно получиться вот так теперь. Видите? Такая маленькая чашечка из бусинок. Подтягиваем хорошенько и выходим через бусину первого ряда, получается. Я буду звать дно, 4, вот эти первый ряд. Смотрите, дно у нас получается вот так оплетенное, первый ряд получается вот так. Ну вот, теперь нам нужно проставить бисеринки 11 миллиметров между 4 миллиметрами. Итак, просто набираем 11 миллиметров и вставляем. Вот так. И вот этот кружок лучше пройти еще разок. Видите, получается вот так. И лучше пройти еще разок по кругу ниткой, просто чтобы его подтянуть. Так, вот, делать нужно каждый раз, с каждым рядом. Камера неудобно. Так. Теперь сейчас еще прохожу тут. Ну вот, прошлась я по своему этому рядку. Теперь
нам нужно сделать арочки вокруг вот этих бусинок. Для этого сейчас я буду набирать по 3 пятнашки. Так, извиняюсь за эти пирожки тут. Так, 1/11, 3 пятнашки. Вот так. И входить в следующую 11-ю. Да, вышли мы из 11-й, вот здесь. Входим в следующую 11-ю. Видите, получается вот такая арочка. Теперь делаем то же самое. 3 пятнашки, 1/11, 3 пятнадцатых. Входим. Теперь также делаем с каждой бисеринкой. И вот здесь, если, смотрите, здесь у нас как бы схема какая? 4, 6, 5, 4, 3, да, миллиметра, если идем снизу вверх. Если у вас любая другая схема, просто нужно примерять количество бисеринок. Набрали, сделали арочку, посмотрели, как оно получается. Получается, видите, вот такой цветочек, да? Цвет очень красивый, гематитовый бисер. Бисер это, по-моему, 115 тух. 115 сейчас. Так. Вышли мы вот так. Видите? Теперь мы вышли из вот этого лепестка, из арочки в 11-ю бисеринку. Сейчас мы берем 6 миллиметров бусинку и проходим в следующую 11-ю. То есть мы вставляем бусинки между 11-ми, между бисером 11-го размера. Так, в следующую. Видите? Так, чтобы получалось вот так. Сразу подтягивать не обязательно. Можно и потом. Так. Вот так. Ну вот, вставили мы наши бусинки. Теперь нам их нужно подтянуть опять, чтобы у нас получалась все та же чашечка. Так, подтянули. И теперь нужно опять же по этому рядочку пройтись по бусинкам 6 миллиметров и вот по 11 еще разок, лучше 2. Потому что это самый у нас получается широкий ряд. Здесь это получается самый широкий ряд. Вот его нужно как следует закрепить. Вот я разок прошла, сейчас посмотрю, как он хорошо и хорошо. Хвостик тут, видите, болтается. Так, ну вот, такой вот у меня уже вроде крепко. Ну, я еще разок пройду. У меня еще файлан здесь не очень толстый. Лучше еще разочек пройтись. Так, добро.
Ну вот, прошлась еще разок. Получилась у меня вот такая конструкция. Видите? Теперь будем делать здесь такие же арочки. Для этого схема 4 пятнашки, 1/11, 4 пятнашки. И вышли из 11, получается, вот здесь. И входим в следующую 11. Вот так. Видите? Ну, так делаем по всему кругу. Нет. Бисер сегодня упрыгивает просто. Так. Так, ну вот последняя наша. Теперь вошли в 11, получился наш цветочек. Теперь проходим 4 вот эти пятнашечки. И выходим из 11. Вот так. Ну вот, вышли. Теперь мы вставляем какие бусинки 5 миллиметров. Также вставляем их между 11-ми. То есть вот вставили бусинку, вышли в 11-ю. Так, вот. Получается вот так. Теперь это нужно стянуть, подтянуть. Здесь подтягивать вот этот рядок сложнее. Вот. Ну, если просто пройтись потом еще ниткой пару раз, то оно стянется очень даже хорошо. Теперь нужно просто вот по кругу пройтись ниткой еще раза два. Или разок. Проходим, напоминаю, через бусинки и через бисер 11 размера. Таким образом подтягиваем. Так, ну вот. Вот так получается, видите, уже вырисовывается все. Так, следующий ряд будет у нас. Сейчас мы опять будем делать эти арочки. В этот раз набираем по 3 пятнашки, 1/11 и 3 пятнашки. Так, и
и входим в следующую, опять же, 11. Да, вот так. Ну все, по кругу. Так, так получается, видите? Три пятнашки и 1/11, 3 пятнашки. Ну вот, выходим в 11, проходим вот эти 3 пятнашки, выходим в 11 на вершине нашего лепестка. Вот так. Теперь вставляем бусинки сюда 4-го размера. Берем 4 миллиметра, выходим с 11. Да, и когда вы это все натягиваете, все-таки будьте аккуратны, потому что бисеринки могут лопнуть. Так, вот вышли в 11. Получилось вот так, видите? Нужно это все опять же стянуть немножечко, пройдя по нему еще раз по этому кругу. Проходим через бусины 4 и через 11 бисер. Подтягиваем аккуратно, то есть мы подтягиваем, но не дергаем, что и нитка все-таки и бисеры могут порваться. Ну вот, получается вот так на этом этапе, видите? Вот так. Теперь делаем вот здесь лепесточки и ставим троечки сейчас. Так, ну вот, сейчас набираем 2 пятнашки, 1/11, 2 пятнашки, вот так. И выходим в следующую 11. Две пятнашки, 1/11, выходим в следующую 11. 2 пятнашки, 11, 2 пятнашки, вот так, раз, два, то есть 5 бисеринок всего. Средняя бисерина может быть и пятнашка, просто проще плести, когда есть визуальная разница между ними, особенно если они одного у вас цвета, как у меня здесь. Проще тогда находить эту серединочку в лепестке. Угу. Вот, опять получается цветочек. Сейчас пройдем через 2 пятнашки. Мы вышли из 11 вот здесь. Сейчас пройдем через 2 пятнашки. И выйдем из 11. Вот так. Сейчас мы вставим бусинки вот 3 миллиметра. Так, сейчас мы вставим бусинки 3 миллиметра. Итак, берем 3 миллиметра, входим в 11,
Прям еще 3 следующую. Так, ну вот, ставили мы наши трешечки. И сейчас опять пройдем по ним, по бусинкам 11 миллиметров. Ой, по бисеринкам. Так, заговариваюсь. Теперь просто прохожу ниточкой. Еще раз. Вот. Чтобы подтянуть вот этот кружок. Так, на этом этапе можно и нужно даже желательно закрепить нитку. На всякий случай. Так, вот. Закреплю. Ну вот. Так, теперь, видите, получилось вот так. Сейчас нам нужно сделать вот этот элемент из стекляруса. Для этого мы берем, проходим через бусинку 3 миллиметра, берем 15 стеклярус, пятнашку, стеклярус, еще одну пятнашку. Получается у нас вот так. И входим в эту же бисеринку, бусинку вернее, 3 миллиметра, только с обратной стороны. Вот так. Так подтягиваем, чтобы получилась вот такая арочка над этой бусинкой. Теперь мы проходим через следующую бусину 3 миллиметра. Тут уже мы не задействуем 11, только через 3. Набираем пятнашку, стеклярус, еще одну пятнашку. Вот так. И проходим через стеклярус. Сейчас покажу. Проходим через стеклярус. Что такое-то? Через 15-ю вот эту под стеклярусом. И потом через бусинку 3 миллиметра. То есть мы как бы, получается, делаем такую петлю здесь. Вот видите. Получается вот так. Теперь проходим через следующую бусинку 3 миллиметра. Опять набираем 15-ю, стеклярус, 15-ю. Проходим через, опять же, стеклярус сначала. На камеру вообще невозможно это делать. Он прозрачный. Так, сейчас вот через стеклярус и пятнашку, видите, проходим. Так, потом через вот эту бусинку 3 миллиметра. Вот. Видите? Вот так. И у нас остается последний стеклярус. Вот здесь, видите, у нас уже сколько? 4 штуки, нужен 5-й. Что мы делаем? Мы проходим через еще одну бусинку.
Набираем опять же пятнашку, стеклярус, пятнашка, так, и проходим через предыдущий вот этот стеклярус, 15-ю, вот так, и вот она последняя наша арка, да, и далее проходим опять же через вот эту бусинку 3 миллиметра. Ну вот, теперь у нас здесь получилось 5 стеклярусов, вот так. Сейчас их нужно соединить. Для этого мы проходим через так, в общем, вот наша нитка. Сейчас мы пройдем через последнюю бусинку 3 миллиметра, пройдем через бисер 15 размера, стеклярус и пятнашку вот здесь наверху. Вот так. То есть нам нужно выйти наверх, вот сюда, и стянуть вот эти вот бисеринки. Единственное, что здесь нужно эти 4 бисеринки, нужно добавить еще одну, чтобы было 5. Добавляем вот еще одну пятнашку здесь и стягиваем это колечко таким образом. Опять же проходим еще несколько раз, разок-два по этим бисеринкам, подтягивая их. Закрепляем и закрепляем ниточку. Закрепляйте уже как вам нравится, как вам удобно. Я обычно делаю пару узелков, потом куда-нибудь ухожу этой ниткой и закрепляю еще. Так, ну вот. Так, вот смотрите, получилась у нас вот такая сережка. Вот она такая в форме груши получается, капельки. И вот они, стеклярусы. Так, теперь сейчас мы ее соберем. Для этого вы можете, ну, в общем-то, как угодно крепить швензу. Можно ее вообще было ниточкой вот здесь прикрепить сразу вот так. Да? В моем случае я буду крепить вот на пин. Для этого я беру бусинку 3 миллиметра, вставляю ее на пин и вставляю вот между стеклярусами вот в эту вот дырочку, чтобы пин не выскочил из отсюда. Теперь делаю вот эти свои элементы, шайбочки сейчас. Шайбочки, не дырочки. Так, шайбочка, бусинка 5 миллиметров, еще одна шайбочка. Так, беру, понадобится мне плоскогубцы, вот они, загибаю, кусачки понадобятся, оставляю где-то миллиметров 7, где-то так. Вот. Здесь откусываю лишнее, беру круглогубцы и аккуратненько так загибаю петельку. Ну вот, петелька могла быть здесь побольше чуть-чуть, на самом деле у меня. Вот так. Вот. Теперь я вставляю это в свою швензу. Можно швензу разогнуть здесь, можно петельку. В общем-то, так и так. Я разогну петельку, потому что мне швензы не всегда нравится разгибать. Это бывает, что они
отваливаются вот эти петельки на них. Так, все, загибаем. Этот пин подправляем, чтобы он был прямой. Смотрим. Такая сережка у нас получилась. Смотрите, это не 2 сережки. Вышло вот так. Ну что, по-моему, неплохо. И на все про все у нас заняло где-то полчаса. Конечно, не на камеру будет быстрее, минут на 10, наверное. Вот такие серьги у нас получились. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, я оказалась вам полезна. В общем, под видео я оставлю ссылки на элементы, которые я использовала в этом видео. Вот. Швензы, пины, бусины и так далее. На что смогу найти ссылки. Все, большое спасибо. До свидания.